Привет, меня зовут Иван, и сегодня важный день. Почему он важный? Потому что сегодня я поменяю свой старый компьютер Mac Mini на новый Mac Mini. Вот такой новый Mac Mini я приобрел на процессоре M1. Он очень мощный, очень быстрый, судя по всем обзорам. И пришла пора обновляться. Ну что делать? Мой точно такой же компьютер Mac Mini, но другой, на процессоре Core i7, сегодня я заменю. И сегодня мы с вами не просто распакуем эту коробку, посмотрим, что внутри, а вместе со мной пройдем путь пользователя по замене одного компьютера Mac на другой. С переносом всех данных, настроек, с подключением. Поэтому подписывайтесь, а мы начнем с распаковки. Поехали! Ну что, давайте приступим к распаковке. Берем любимый ножичек и вскрываем пленочку. Все делать мы будем быстро, потому что я считаю, что эти все этапы, они мало кому интересны. Я думаю, меня поддержите. Пару слов об этом новом Mac Mini. Новый Mac Mini на процессоре M1 с диском 1 терабайт и 16 гигабайт оперативки. Оп! Коробочку вскрыли. Собственно, он в сером таком цвете, обычном серебристом, потому что тот предыдущий у меня был в черном цвете. Собственно, наш компьютер. Вот он, сейчас в коробочке что еще посмотрим. Давайте снимем с него упаковочку. Ох, вот этот, конечно, звук бомбический, как обычно. Бомбяссимо, как один мой друг говорит. Вот наш компьютер. Он заклеен со всех сторон. Точнее, порты у него заклеены. Ну, давайте наклеечку снимем вот эту. И еще один звук. Ох, хо-хо-хо-хо. Ох, вот так сняли. Супер. Ну, что здесь видно? Что есть разъем питания Ethernet, 2 USB Type-C Thunderbolt, 1 HDMI и 2 USB. Скорее всего, это крутые какие-нибудь USB новые. Ну и разъем для наушников. Что сразу заметно, что в прошлом Mac Mini у меня было 4 порта Thunderbolt, и это очень круто, потому что в один из них я подключаю монитор по USB Type-C, а в другом у меня такой вот хаб, порт-репликатор для портов USB, ну а в третьем у меня внешний диск. А вот куда теперь я буду подключать третий, непонятно. Похоже, придется по HDMI монитор подключать, либо что-то другое придумывать. Ну вот как выглядит сам компьютер. Красота. Что у нас еще в коробке? Быстренько глянем. В коробке у нас кабель питания. Ну, это хорошо, что кабель питания. Куда же без него? С нормальной человеческой вилкой. Да, я покупал это все в Mac-центре, поэтому понятно, что вилка человеческая, потому что это официальный реселлер. Заказывал я не через сайт Apple, а через сайт Mac-центра. Ссылочку, если интересно, я оставлю в описании. Она никакая не рекламная, ничего вы там по ней не получите. Ну, просто ради интереса. Цена чуть ниже, чем на сайте самого Apple. Непонятно почему, потому что поставка официальная. Есть у нас такое вот яблочко. Большое, крупное и серебристое. Есть документация на русском языке перед началом. Что тут надо делать? Интересно, никогда не открывал. Что тут хоть такого написано-то? Ну это гарантия. А это просто чего нельзя делать и не стоит, и не надо. Вот еще есть, типа как подключать, если вдруг вы не поняли. Вот USB-A, HDMI, Thunderbolt 4, в скобках USB 4, кнопка питания, ну, разъем для наушников, индикатор состояния. Как, чего, куда подключать. Все отлично, мне понравилось уже. Все, на этом мы что, распаковку заканчиваем и переходим к этапу подключения этого компьютера и переезда со старого на новый. Погнали! Ну что ж, господа, давайте начнем. Для начала мы посмотрим, что же у нас там сзади за нашим компьютером. Отодвинем тут все вот наши причиндалы. Вот это у нас внешний диск. Что нам нужно сделать? Нам нужно новый компьютер подключить к этому монитору в первую очередь и к электрическому питанию. Если здесь вот посмотреть, я надеюсь видно, то вот этот прекрасный монитор LG с компьютером Mac Mini соединен. Этот вариант я реализовал в 2019 году, он меня ни разу не подвел, это отличный монитор LG 4K. Давайте я, в принципе, ничего, наверное, отсоединять пока сейчас не буду. Это вот кабель от монитора для дополнительного Windows компьютера. Ну, а HDMI разъем у него остался не занятым, поэтому мы возьмем сейчас новый компьютер, вот этот вот, разместим его рядом. Я думаю, может быть, даже глубоко его засовывать не будем туда, поэтому что я сделал? Надо все обратно повернуть. Нет, не надо поворачивать, потому что нужно уже подключить его к HDMI, да? А для этого мне нужен кабель HDMI, а его как раз я и не приготовил. Пойду искать. Итак, мы берем кабель HDMI. Подключаем его в разъем HDMI монитора. Тут есть HDMI 1 и 2. Тут даже 2 есть. Вот такой мощный монитор. Подключили. И подключаем его в разъем HDMI компьютера Mac Mini. Так, диск отстань. Теперь мы берем кабель питания.
А что еще? Нам же клавиатура понадобится, правильно? И мышь нам понадобится. Мы же без клавиатуры и без мыши не сможем? Не сможем. Подключаем кабель питания, закидываем его туда, потому что там у меня розетка. Не очень-то у меня тут удобно для трансляции, для записи видео, но что делать, что делать. Такая вот теснота в наших квартирах. Так, к монитору подключили, значит монитор нам больше не нужен, мы можем его обратно повернуть. Поворачиваем. Поворачиваем аккуратненько монитор. Возвращаем его на свое законное место. Сейчас сюда я еще подключу клавиатуру, потому что вот это у меня отличная клавиатура Logitech, она может работать от нескольких устройств. Но сейчас мне неохота заморачиваться и подключать ее к новому Mac'у, потому что пока он там загрузится, пока то все. Поэтому пойду найду. Вот у нас есть мышка вторая для Mac'а. Батарейки у нее есть, она работает хорошо. Нам нужна только клавиатура для этого Mac'а. Ну что же, вот после небольшого перерыва я вернулся. Вот эту вот клавиатуру принес. Беленькую, она у меня еще со времен моего iMac'а. Подключаем клавиатуру к USB, как это ни странно. Подключили. Все, теперь у нас есть клавиатуры две. Лишние кабели засунем пока подальше. У нас есть две клавиатуры и два компьютера и две мышки. Соответственно, что? Хорошо бы еще Ethernet подключить к нему. Вот что. Чтобы подключить к нему Ethernet, нужен шнур, кабель. Для этого можем пока использовать кабель, который идет у меня к NAS. Поэтому я сейчас кабель из NAS выдерну. Он все равно у меня отключен. Прекрасный светлый патчкорд. Очень хорошо работать по кабелю, потому что все-таки гигабитный Ethernet. В этом Mac Mini не 10 гигабитный, а просто гигабитный Ethernet. Вот что, включаем, да, тыкаем, чик, все. Ну вот теперь мы полностью готовы к тому, чтобы начинать миграцию. Вот на этом входе монитора HDMI 1 у нас Mac Mini новый, а на входе монитора USB-C у нас Mac Mini старый. Давайте я в него что ли зайду, все закроем. Мне интересно, как это все будет происходить. Я вообще ничего даже не читал. Но я помню, что когда я мигрировал с своего iMac'а на Mac Mini, все произошло достаточно нормально. Ну что, включаем? Включаем. Чтобы включить его, нужно нажать кнопку включения, как ни странно. Да? Я поверну его боком, чтобы были видны все порты. Как я и говорил, у меня вот есть хаб по Type-C подключен, внешний диск подключен по Type-C и еще сам монитор. Поэтому у меня 3 порта заняты Type-C, а тут их только 2. Ethernet готов, все готовы. Начинаем включение. Переключаем на HDMI 1, включаем и наблюдаем, что произойдет. Так, звук есть, уже хорошо. Нет сигнала. Это мне не нравится. Сигнал пошел какой-то рябью. Это мне тоже не нравится. О, мышка была обнаружена. Он говорит, либо мышка, либо трекпад нажмите. Типа, вот, мышка заработала, ура, ура. Так, выбираем язык. Русский. Дальше. Так, я смотрю, он так помаргивает. Это, конечно, нехорошо. Но это, наверное, может быть кабель такой, потому что 4К он не поддерживает. Россия. Ой, опять моргнул. Нет, это мне не нравится. Россия, продолжить. Ну, клавиатуру, ладно, потом добавим. Продолжить. Универсальный доступ не сейчас. Специальность продолжить. Ассистент миграции. Вот. Это то, о чем я говорил. Каким образом вы хотите перенести информацию с компьютера Mac резервный. Эй! Ну вот кабель HDMI, конечно. Ну-ка, что там? Может пошевелить его как-то? Нет, он вставлен нормально. И ничего не поделаешь с этим. Давайте выдернем и снова вставим. Так, моргать будешь? Моргает. Вот я включил HDMI 2. Моргать будешь? Моргает. Не моргает. Ну что, поехали. С компьютера Mac, резервной копии Time Machine или загрузочного диска. Продолжить. Убедитесь, что при переносе данных с другого Mac откройте приложение Ассистент миграции, расположенное в папке Утилиты на другом Mac. Переключаемся на другой Mac. Так, папка Утилиты. Я так, видимо, понимаю, что это все-таки называется другие. Ассистент миграции. Вот он. Ассистент миграции. Продолжить. Пароль надо набрать, не подглядывать. Ассистент миграции. Выполняется закрытие программ. Выход из системы. Вот как хорошо по Type-C ничего не моргает. Если на другом компьютере Mac находится нужная информация, каким образом вы хотите перенести информацию? Я хочу перенести на другой Mac. Продолжить.
Так, откройте ассистент миграции на другом Mac. При появлении запроса выберите информацию, которую хотите перенести. HDMI 2. Вот, выбираем наш компьютер. Он высветился и нажимаем продолжить. Хочет обновить систему. Я не хочу, я хочу пропустить. Вот, убедитесь, что пока же язык отображен на другом компьютере и нажмите продолжить. Переходим. Да. Именно такой и отображен. Нажимаем продолжить. Поиск программ и документов. Ну что, засекаем таймер. Сколько у нас вообще эта процедура займет времени? Вот он, таймер, видно его? Аккумулятор сел. Ладно, запустили таймер. На другом компьютере, на другом другой камере у меня сел аккумулятор, что означает Epic Fail. Поэтому продолжаем на iPhone. Как он так, мог сесть быстро, не понимаю. В общем, засада небольшая произошла при съемке этого видео. Сейчас я включу вот сюда вот iPhone. Тут будет виден таймер, который идет. Вот он внизу. И процесс. Вот, я пока остановлю, чтобы подключить сюда петличку. Ну что же, вот мы, как говорится, из-за того, что я не уследил за тем, что у меня сел аккумулятор в основной камере, я продолжаю на iPhone. Сейчас вот у нас есть Mac Mini, который здесь вот лежит себе подключенный. У нас тикает таймер. Вот там лежит. И идет подготовка к миграции. Сейчас он собирает информацию, старый Mac, на новом Mac, на HDMI 2. Что у нас происходит? Новый Mac просто... он предлагает выбрать, что переносить. Собственно говоря, мы будем переносить все. Поскольку диск у меня терабайтный, это очень правильное решение было выбрано, что здесь вот видно, что выбрано 457 гигабайт. После переноса будет доступно еще 509. То есть мой диск будет занят примерно наполовину. То есть вот тот 512 диск, который у меня есть, я почти полностью занял. Нажимаем продолжить. Ну, собственно говоря, мы не будем никаких паролей пока задавать. Почему он продолжить не предлагает? Задать пароль. Сделаем пароль. Задали пароль и зададим пароль здесь тоже. Зададим. И без этого он, видите, не разрешает мигрировать. Продолжить нажимаем. Принимаем пользовательское соглашение. Принять. Все, понеслась. То есть вот теперь конкретно перенос данных происходит. И это займет неизвестно сколько, но я надеюсь, что по Ethernet это займет недолго. Сейчас весь процесс у нас где-то занял уже минут 7. То, что таймер я включил где-то через 2-3 минуты после начала подключений. Моргает экран. Видимо, кабель несовместим с монитором 4К. Имейте это в виду. И вообще имейте в виду, что нужно запастись кабелями всеми заранее, перед миграцией. Освободить порт на коммутаторе на вашем роутере. Да? Иметь клавиатуру, мышь доступную. И чтобы все было хорошего качества и совместимо. Иначе вот такие вот моргалки происходят. Калики-моргалики, я бы сказал. Ну все, на этом пока я с вами прощаюсь, таймер останавливать не буду. Вернемся, когда эта штука вся завершит миграцию. Ну вот, появилось окно, где он сообщает, что осталось еще примерно 2 часа 33 минуты при скорости 110 мегабит в секунду. И я думаю, что на самом деле это будет быстрее. Мне так кажется, но посмотрим. Сейчас 7 минут. Продолжается. Все. Итак, вот я немножечко упустил процесс, но подошел и увидел, что прошло 1 час 6 минут 34 секунды. Где-то, наверное, я минут на 6 именно опоздал к этому факту. Увидел, что итоги миграции, предупреждение, не удалось перенести некоторые файлы из library Desktop Pictures. Desktop Pictures, я даже не знаю, что это такое. Посмотрю на том компьютере. Ну, в общем, вот видите, что около часа длилась миграция. И можно нажать продолжить. А потом готово. И миграция завершена. Миграция на новый Mac завершена. Что прикольно, вы видели, да, что он даже при миграции показывал цвета. Цвета разные. У меня тот Mac черный, а этот, как говорится, серый. Ну-ка попробуем зайти. Что тут мне получится ли зайти? Заходим. Моргает экран, но это мы знаем почему. Не надо нам сейчас универсальный доступ настраивать. Apple ID. Ну давайте я зайду со своим Apple ID. Давайте настроим позже, потому что сейчас моргает монитор, неприятно. Так, системное расширение какое-то тут заблокировано, но это мы потом все разблокируем. Я вижу, что в принципе все перенеслось и как раз все в тех же местах. То есть вот у меня вот шорткат был на виртуальные машины. Где-то там требуется пароль. Все это позже мы настроим. Еще есть какая-то папка перемещенные объекты. Позже. Что такое перемещенные объекты? Не знаю, что это такое. Нужно ли мне это? Ага, keychains. Ну, в общем, нужно будет еще, конечно, потыкать в настройки, но я вижу, что здесь вообще просто все как было. Какой-то есть перечеркнутый значок. Вот этот вот Safari. Почему Safari? Данная версия программы не может быть использована с этой macOS. Ну, то есть macOS нужно обновить.
А macOS мы можем обновить только до самой последней версии. Это известная проблема, а обновлять до самой последней версии я чего-то пока не хочу. То есть вот эта проблема, вылезла, и она известна тем, что вот он предлагает мне только до Монтерей обновиться на 12.6, а я как бы не хочу. Ну, наверное, придется. Ну что же, все, можно считать, что на этом миграция завершена. При этом видно, что старый компьютер тоже у меня в обойме. Ну-ка, откликнись. Вот он старый, миграция завершена. Здесь ничего не моргает. Здесь тоже можно зайти и тоже все будет видно. Ой, не там набираю. Так, вот, точно так же все видно. А какая у меня здесь? Здесь у меня точно такая же. Обнаружилась проблема с Safari. Да, здесь действительно тоже 12.1. И, в общем-то, он так и переехал. Непонятно, в чем тут проблема с Safari. Нужно будет разбираться. Ну что, в целом я переехал на новый Mac. Давайте посмотрим еще раз, как там это выглядит. Вот у меня есть диск теперь. Видно, что доступно 522. Емкость 994 гигабайта, то есть терабайт. Откликается, в принципе, все так же, как откликалось. На интерфейс мало влияет мощность этого процессора, но сразу могу сказать, что вот этот Mac вообще не шумит, тихий такой и не греется. А тот, конечно, шумел и грелся так нормально. Все, на этом этап миграции завершаем и отключаем старый Mac и подключаем новый. Думаю, что старый не пригодится, но посмотрим, в общем. Так, ну что, давайте вместе отключать, раз уж мы снимаем. Выключим все компьютеры, оба выключить. Вот давайте выключим. Я, кстати, на лицо вижу разницу в видеоизображении через HDMI и через USB-C. Точнее, как это сказать, Thunderbolt, да? Так, начинаем перестройку. Здесь, конечно, видно не будет, поэтому сейчас камеру переставим вот сюда. Точнее, снимаем теперь на телефон, потому что камера пока еще не ожила. Вот будет видно, что я там проделываю. Продолжаем. Отключаем Mac Mini кабель. Хорошо сидит. И я его брошу туда, потому что вытаскивать я его буду снизу. А хотя, можно, наверное, дернуть, и он вылетит, да? Оп, отлично. Вот он кабель, весь в пыли. Качество кабеля очень хорошее, поэтому ничего с ним не будет. Задел четко. Отключаем, отключаем, отключаем. Ох, мой дорогой, тепленький. Ох, сколько пыли насосал, вы посмотрите. Видно тут? Сколько пылищи. А ну-ка дунем. О! Вот для чего баллон-то нужен мне был. Да, надо как следует прочистить, прежде чем продавать-то. Может, потому он и грелся сильно слишком, что у него здесь вот забились вот эти вот пылевые вентиляторные отверстия. Ну, в общем, все. Mac старый убираем. Давайте там дунем и протрем. Такая конфигурация, когда он стоит там за компьютером, она мне нравится. Именно нужно вот так в перевернутом варианте его держать, потому что иначе порты недоступны. Так, подключаем, значит, сюда мы воткнем не наушники, а колоночки. Это у нас USB питание этих колоночек. Сюда мы воткнем наш монитор в один из портов Thunderbolt. Другой из портов мы воткнем вот этот наш USB хабчик, потому что он нам нужнее, потому что диск-то можно периодически отключать и подключать. Будем вместо хаба подключать. А потом, может быть, я куплю USB Type-C хаб. Такой, точнее, Thunderbolt. Чтобы на нем именно Thunderbolt были разъемы. Так, Ethernet подключаем. Отлично. Все подключилось. Вот этот вот HDMI выдергиваем, ненужный нам, плохой. Ну все, старый Mac на новый Mac заменен успешно. Это у нас USB кабель, который... значит, вот этот USB хаб в мониторе, он питается от Type-C Thunderbolt. Пробный пуск. Все запустилось. Поворачиваем монитор. Мы помним, что пока у нас мышка старая, клавиатура старая. Все запускается. Нам надо переключиться на новую клавиатуру. Все шикарно выглядит, ничего не моргает, все отлично выглядит. Давайте пойдем в настройки Bluetooth, подключим новую клавиатуру мышь. Получается так, что у нас все как бы подключилось, вот клавиатура работает. Поэтому эту клавиатуру мы отключаем, отсоединяем от USB. Все, и убираем. Все, миграция завершена.
Ну что же, вот теперь моя миграция завершена. Как вы видите, компьютер новый в порядке. Старый я снял. Вот он прекрасный, черненький. Думаю, что с ним делать, продавать. А может быть, не буду продавать. Все-таки процессор Intel. Может быть, оставить его для использования с Windows. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Может быть, не надо продавать, а поставить на него винду и использовать. Ну, не знаю. Могу сказать, что я сделал для себя открытие, что он вот здесь вот внизу насасывает очень много пыли. И поэтому теплообмен, видимо, становится плохим. Он начинает сильно греться вот здесь снаружи. Если вы это тоже заметили, напишите, так ли это у вас. Вся миграция заняла около 1,5 часов. Ну, со всеми вот этими переключениями. На самом деле довольно быстро. То есть я использовал Ethernet подключение, а можно использовать подключение с помощью Thunderbolt. Такой кабель у меня есть. Я что-то тормознул, забыл про него. Если вы с помощью него подключите, то наверняка это займет, может, минут 20 или 30 перенос всех данных, а именно перенос около 500 гигабайт данных. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, было интересно, если было полезно. Подпишитесь на канал, жду ваших комментариев. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.